Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. Сегодня вы узнаете рецепт омоложения дряблой увядающей кожи. Сегодняшняя маска с осветляющим эффектом хорошо подлечивает кожу, дает коже сияние и очень быстро омолаживает. В момент подсыхания дает лифтинг, подтягивающий эффект. Сегодняшняя маска отлично тонизирует дряблую кожу, убирает землистый оттенок кожи, улучшает цвет лица. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Маска подходит для всех типов кожи. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшняя маска очень простая в приготовлении. Нам понадобится обычный аспирин. Аспирин – это ацетилсалициловая кислота. Я использую кардиоаспирин. Вы можете использовать абсолютно любой, совершенно даже очень дешевый аспирин. Это кислота, которая также убирает верхний ороговевший слой клеток, хорошо осветляет пигментные пятна, хорошо тонизирует кожу. Для этого рецепта нам понадобится 2 таблетки аспирина или ацетилсалициловой кислоты. Это одно и то же. Если ваш аспирин плохо растворяется в жидкости, то можете предварительно его размять. Это делается только для удобства и быстроты приготовления домашней маски. Я использую именно аспирин для того, чтобы сделать кислотную скатку. Я его просто растворяю водичкой. Он быстро растворяется, но так, чтобы не затягивать процесс приготовления домашних масок, я его предварительно вот так размяла. Так как все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени, достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях приготовить эффективную антивозрастную омолаживающую маску. Разбавляем ацетилсалициловую кислоту соком лимона. Вы можете использовать свежевыжатый сок лимона. Вы также можете использовать витамин С в таблетках, растворенный предварительно водой. Также вы можете использовать уже готовый сок лимона. Для этого рецепта нам понадобится 1 чайная ложка сока лимона. Можете взять чуть поменьше. Главное, чтобы ацетилсалициловая кислота хорошо растворилась, так как усиленное воздействие витамина С и кислот будут эффективно воздействовать на глубокие морщины. Нужно тщательно растворить. Не переживайте, если аспирин у вас плохо растворился. В процессе разбавления всех компонентов он в конце, на конечном этапе, он будет очень хорошо растворен в предыдущих компонентах. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Вы можете использовать сок огурца или сок капусты. Также хорошо подойдет и свежевыжатый сок алоэ. Если у вас есть растение на подоконнике алоэ или алоэ вера, срежьте лист, уберите кожицу, отожмите мякоть и используйте для приготовления домашних масок. Сок алоэ хорошо увлажняет кожу, дает очень хорошее обеззараживающее воздействие на кожу. Также добавляем 1 чайную ложку сока алоэ. Дополнительно ацетилсалициловая кислота будет еще растворяться. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится крахмал. Вы можете использовать как кукурузный крахмал, так и картофельный. Кукурузный крахмал хорошо уплотняет кожу, улучшает тургор кожи. Также, если у вас есть и кукурузный, и картофельный крахмал, предпочтение отдавайте кукурузному крахмалу, так как он имеет более мягкую консистенцию, хорошо дает лифтинг, подтягивающий эффект. В момент подсыхания возьмите 1 чайную ложку крахмала. Кстати, вы можете крахмал приготовить самостоятельно. Возьмите сырой картофель, натрите его на очень мелкой терке и используйте эту кашицу для приготовления домашних масок. Тщательно взбейте все компоненты. Обязательно соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления компонентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Тщательно взбиваем все компоненты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь. Делаем очень качественный домашний уход. Конечно, если вы хотите сделать что-то попроще, можете сделать, но не ожидайте такого результата, который вы получите после приготовления тех масок, которые я показываю на своем канале. Следующий ингредиент нам понадобится косметическое масло. Вы можете использовать косметическое масло домашнего приготовления. Я показывала вам на своем канале, как в домашних условиях сделать косметическое масло из лепестков роз или из листьев подорожника, тысячелистника. Показывала рецепт косметического масла из цветов ромашки. А сегодня я буду использовать для приготовления домашней маски масло домашнее на основе листьев расторопши. Листья расторопши хорошо смягчают кожу, хорошо
хорошо питают. Масло у меня уже настоялось, имеет очень такой стойкий, приятный цветочный аромат. Добавляем также 10 капель косметического масла. Если вы еще не приготовили в домашних условиях косметическое масло, вы можете использовать и аптечное. Хорошо подойдет масло миндальное, виноградных косточек, зародышей пшеницы. Также хорошо подойдет и масло герани, которые обладают активным успокаивающим воздействием и подходят для чувствительной кожи. Следующий ингредиент для этой уникальной маски нам понадобится касторовое масло. Оно более активное, более плотное, хорошо смягчает кожу, убирает мелкую сеточку морщин, уплотняет тургор кожи. Касторовое масло также продается в аптеке, стоит недорого, идеально подходит для домашнего ухода. Также добавьте 10 капель касторового масла. И тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. И в последнюю очередь добавьте в сегодняшнюю маску витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты, отлично разглаживает даже самые глубокие морщины. Витамин Е – это универсальный компонент, который подходит практически ко всем типам кожи. Особое воздействие оказывает на возрастную, дряблую, увядающую кожу. Витамин Е вы можете принимать вовнутрь, обязательно проконсультируйтесь с врачом, нет ли у вас противопоказаний. Также хорошо он подходит и для наружного применения. Для внутреннего применения я использую именно витамин Е в капсулах, это более удобная форма использования. А для добавления в домашние маски я использую именно витамин Е в масляном составе. Масляный состав витамина Е именно удобен для добавления в домашние маски. Также добавляю 10 капель. И тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. Все домашние маски храните в стеклянной либо в пластиковой упаковке. Идеально подходят для хранения домашних кремов, масок, которые вы приготовили вместе со мной. Именно вот такие вот одноразовые емкости для специй. Мне этот вариант очень удобен, они комфортные, не жалко выбросить и использовать что-то новенькое. Если вы хранили эту маску в холодильнике, обязательно перед нанесением доведите ее до комнатной температуры. Не наносите косметические домашние средства на кожу в холодном виде. Нанесите эту маску на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры, нанесите на влажную мытую кожу лица. Кстати, для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в месяц. Также, если у вас нет времени, либо вы не в режиме кислотной скатки, также вы можете перед нанесением домашней маски протереть кожу 3% перекисью водорода. Это будет подготавливать кожу к глубокому проникновению питательных компонентов. Наносите эту маску по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Также нанесите эту маску на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску и на кожу вокруг глаз по косточке, не заходя на слизистую оболочку и к росту ресниц. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. А я вас всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.